Добрый вечер, уважаемые зрители нашего канала. Это продолжение видео, часть 2 по поводу увала блока двигателя. Здесь я покажу, как можно легко его в этом же сеансе поднять без всяких проблем. Самое главное всегда придерживаться простого правила. Основное правило: аккумулятор на автомобиле должен быть полностью заряженный, не разряженный, что часто бывает при коротких поездках, даже на не очень старых автомобилях. Обязательно проверяйте аккумулятор, чтобы он у вас был заряженный перед тем, как вы собираетесь что-либо делать, прошивать или даже кодировать на машине. Обязательно установите зарядное устройство. Не надо брать там из дедушкиных, бабушкиных сараев зарядное устройство, которое там максимум 5 ампер. Всех предупреждаю всегда и говорил много раз уже об этом. Зарядное устройство должно быть от 10 ампер, лучше 15. В среднем ток потребления 13 ампер потребления где-то приблизительно получается у нас. В самых плохих условиях, если у вас действительно там нет проблемы, зарядите аккумулятор свой и можно воспользоваться прикурить машину, поднять обороты на второй машине. Но надо уметь этим пользоваться, ребят. Элементарные правила, которые написаны даже здесь. Специально прикладываю и показываю, что на первой странице, где показаны симптомы, при которых нужно прошивать это ПО. Функционирование топлива массы, разжижение масла слишком велико. Это ПО специально выпущено для решения этой проблемы. Здесь же читаем под стрелкой указания по технике безопасности: подключить зарядное устройство для аккумуляторной батареи, выключить все потребители, печки там, если вы на улице делаете, значит все должно быть выключено, подсветки всякие. Все описано здесь на русском языке. Всем об этом говорим и не раз перед тем, как что-либо делать, что внимательно нужно к этому относиться. И тогда у вас не будет никаких увалов и никаких проблем, как случилось в данном случае. Это все случилось из-за того, что невнимательно отнеслись к своей машине. Дохлая аккумуляторная батарея, которая сосала на себя все напряжение, плюс слаботочное зарядное устройство. И все это привело к таким последствиям. Подключаемся к блоку управления нашего двигателя. Онлайн доступ у нас был подключен. Это было видно в первой части. Это все было в одном сеансе. Все это продлилось минут 40. Так же, как уложили блок клиент, также его мы зашли и подняли без всяких проблем. Просто нужно было восстановить питание нормальное, подать машине питание, при котором падение напряжения не происходило такого сильного. Повторяю, OpenPort здесь еще ни при чем абсолютно. Он вполне вытягивает свои функции и отрабатывает свои деньги. Все, что вы видите, это сделано через OpenPort. Да. Но нужно понимать, что там бывают тоже свои косяки. Есть свои недостатки. Но тем не менее, его вполне можно использовать в полевых условиях и поднять машину. В данном случае, как у человека не оказалось, а под рукой больше зарядного устройства, здесь мы видим, что у нас показано программное обеспечение, номера какое, и ждем продолжения. Да, и в данном случае, мы просто попросили найти человека машину более-менее с нормальным аккумулятором, была подкинута через проводовое прикуривание. На второй машине подняли обороты до 1500-2000, и напряжение поднялось на дохлом аккумуляторе, которое дало возможность прошить данную машину. Как мы видим, у нас шьется блок без всяких проблем. Напряжения просадки больше нету у нас из-за дохлого аккумулятора.
Всему проблемой была именно дохлый аккумулятор, который был в хлам разряжен и не держал нагрузку. Далее мы видим, что прошивается. Здесь предупреждение, что напряжение маленькое, но на самом деле оно выше, в районе 13 вольт, так как OpenPort, я уже говорю, врет по питанию. Его нужно или допиливать, то есть перепаивать по питанию цепи, чтобы он правильно показывал какую. Или же использовать как есть, что в данном случае было сделано. Пожалуйста, все, кто пишет комментарии, не используйте маты. Большая просьба, таких банить буду. Потому что используйте русский язык, там достаточно слов, которые можно использовать без матов. Это во-первых. Во-вторых, да, все указывали свои предположения, что там виноват OpenPort. На самом деле OpenPort здесь вообще абсолютно ни при чем. Он вполне справляется со своей функцией спокойно. Вся проблема в том, что вы не слышите, когда вам говорят и предупреждают, что нужно для того, чтобы не произошло это. Это питание, хорошее питание, заряженный аккумулятор, не дохлый, и зарядное устройство. Все, всего два основных правила. Зарядное устройство и недохлый аккумулятор. Полностью заряженный. И спокойно можно прошивать. Ну, естественно, все вы это делаете на свой страх и риск. Но, тем не менее, это можно сделать в полевых условиях. Мы для этого и записали это видео, чтобы показать вам, что за неимением, как говорится, можно обойтись и простыми средствами в полевых условиях. Это не значит, что нужно побежать купить там первый попавшийся OpenPort, который на соплях спаянный, пойти и начать прошивать свою машину. Нет, этого категорически делать не надо. Если вы совсем в этом не разбираетесь, то лучше обратиться или в дилерский центр, или хотя бы на станцию, кто занимается ремонтом Mercedes, и сделать у них эту прошивку. Это видео не носит рекомендательный характер, а просто показывает вам, что это возможно сделать и как это все выглядит, когда это делают где-то в другом месте. Ну, естественно, без увалов и без всего. Здесь мы вот видим 13 напряжения вольт. На некоторых машинах действительно нужно отключать разъемы с вентиляторов, но не на всех это надо делать. Ждем, пока произойдет программирование блоков. Дальше у нас будет кодирование. На некоторых моторах нужно еще и обучение делать, дроссельные заслонки и некоторых параметров по коробке. Дальше происходит обучение блока управления. Здесь мы видим, что у нас успешно все прошло. Ну, кроме положения датчика в нейтральном положении, потому что у нас на паркинге машина стояла. Жмем кнопку «Далее». Дождемся, пока закончит работу программа. Сброс ошибок, перезапуск систем.
Также на этой машине было произведено обновление коробки передач, бензонасоса, блока ESP без каких-либо проблем. Видим, что процесс проведен успешно. Машина заводится и спокойно себе поехала дальше. То есть никакого значительного труда восстановить блок не нужно. Нужно просто соблюдать элементарные правила. Выполнять инструкции по питанию, но и не выдергивать провода при обновлении. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем за комментарии. До следующего видео. Всего доброго.